Медийное мышление зачем? Мастеру перманентного макияжа вообще видео. Привет, меня зовут Дима Нечаев. Если ты здесь, значит, тебе откликается идея снимать видео. Возможно, ты будешь это делать впервые. Я хочу поговорить с тобой не как с новичком, а как с коллегой, как с той, кто работает руками, а сейчас научится работать с камерой. Расскажу вам простую историю. 3 года назад мы ехали в машине с Леной и сняли первое видео на коленке. Оно собрало 1000 просмотров. Там не было света, там не было микрофона, чуть ли не на видеорегистратор мы снимали, потому что был запрос от людей, типа, как вы начинали? И Лена рассказывала. Мы снимали почти в темноте, просто включили запись. И это видео дало больше, чем сотни постов в Инстаграме. То есть люди, многие очень о нас узнали, и с тех пор я точно знаю, видео работает. Как работает тренерский курс и почему после него у вас появляются клиенты? Ну и любой курс, в принципе, и медийка тоже. Многие не задумываются, откуда клиенты появляются. Ну вот вы прямо сейчас поставьте это видео на паузу и ответьте. Это важный момент для того, чтобы понимать механизм работы маркетинга, потому что многие из вас верят в это как в колдовство. Многие просто не задумываются, что почему после курса есть активность какая-то, у вас появляются новые клиенты. У каждого из вас есть спящие подписчики, и вы просто их активируете своей активностью. Но их хватит ненадолго, вы должны понимать, что есть у вас, например, там 3, 4, 5 тысяч человек, из них где-то 500 человек, они тепленькие, они в одном шаге от того, чтобы купить, и вас драйвят на тренерских курсах или на обучении. Сделай это, опубликуй это, и вы начинаете их касаться. Вот вы касаетесь их, вы их трогаете, и эти медийные касания, они провоцируют обратную связь в виде клиентов. Хватает этого ненадолго, то есть за счет спящих подписчиков вы далеко не уедете. Вам нужно работать с базой подписчиков, вам нужно развивать свой медийный бренд. Сарафан – это очень важно для мастера, и вы должны понимать, что если вы, например, на этом курсе находитесь как мастер, забудьте про идею о том, что вы сейчас настроите медийку. Это круто, да, но это шаг в будущее, такой немного шаг вперед для того, чтобы вы стали тренером. Если вы мастер, то медийка вам может только навредить, как и реклама. У меня большой очень пункт относительно того, что можно или что нужно делать мастеру. Я об этом сейчас разговаривать не хочу, но если вкратце, тезисно, если вы мне доверяете, пожалуйста, поймите. Если у вас есть сарафанное радио, вы должны ценить его больше всего. Это самое важное, что у вас есть. Если у вас сарафанного радио нет, работайте над тем, чтобы его создать. Медийка, в классическом понимании, она больше важна для тренеров. Медийные истории, охваты, подписчики – это только если вы тренер. Если вы просто мастер, вам будет для общего развития полезно, но как бы на сарафан, на ваш никак это не повлияет. Еще раз повторюсь, для мастера перманентного макияжа сарафан – это все. Итак, как получить доступ к бесконечному количеству новых подписчиков только через видео? Бесконечно оно условно, оно, конечно, конечное, но так или иначе количество просмотров, которые вы можете получить, это миллионы, десятки миллионов. У нас на канале больше 100 миллионов просмотров. То есть мы получили огромное количество людей, которые потенциально коснулись нашего бренда. Еще раз, по статистике примерно каждое 12-е касание, может быть 7-е, 12-е касание заканчивается продажей. Это означает, что если вас с первого раза увидят, сразу вас купить ничего никто не захочет. Человеку нужно посмотреть, понять, привыкнуть. И вот каждое касание – это путь к тому, чтобы получить клиента. Итак, для кого вам нужно снимать это видео? Это очень тоже важный момент. Для клиентов или для мастеров? Вы снимаете для клиентов, которые приходят к вам на процедуру, или вы хотите получить студентов будущих. Все без исключения видео, если мы говорим про длинные видео на YouTube, должны сниматься для клиентов. То есть это должен быть клиентский контент. Это большая мина, в которую наступили я и Лена. Мы очень радовались, когда вышел какой-то мастер-класс, по-моему, у Саши Кузнецовой на канале Лены по волоскам, и видео набрало там 800 тысяч просмотров или 400 тысяч просмотров. Мы получили несколько тысяч подписчиков, мы такие, класс, как хорошо. И несколько таких видео убило наш аккаунт, потому что как работают сети социальные? У вас есть аудитория, например, вы мастер перманентного макияжа, вы создаете классный контент, и клиенты такие, блин, как прикольно, подпишусь. Действительно, пока у меня есть эта потребность, потом посмотрю, что интересного оттуда можно будет взять. Они подписываются, естественно, вы же понимаете, что их больше, чем мастеров. Они подписываются, что происходит дальше? Следующим шагом вы выпускаете, например, видео, связанное о том, как правильно настраивать машинку. Это очень важное видео для мастеров. Вы хотите привлечь потенциальных студентов, которые приедут к вам на обучение. Вы хотите прокачать свой медийный образ среди студентов. Вы тратите большое количество времени
времени и сил для того, чтобы снять классное видео, а оно не залетает вообще. То есть у видео, по идее, должно быть там 1000, 2000, 3000, 10 тысяч просмотров, а там 200-300. Почему это произошло? Потому что в момент, когда вы получили большой охват клиентский, вы нахапали себе в подписчиков клиентов, которым настройка машинки неинтересна. И это приводит к тому, что им показывает социальная сеть, конкретно YouTube, видео. Они такие, мне какая-то неинтересно. Не смотрят. И соцсеть делает вывод, что если этот контент ему не интересен потенциальному зрителю, то контент плохой. И он перестает показывать даже вашим подписчикам. Поэтому выхода из этой ситуации нет. Снимать только клиентский контент, показывать свою экспертизу и через это прокачивать, нарабатывать аудиторию мастеров, которые потенциально могут приехать и к вам. Там будет большая часть людей, которые будут готовы к вам приехать. Плюс к этому вы можете отдельно интегрировать внутрь видео какие-то призывы к действию или фишки для мастеров. Например, вставив в клиентский контент видео про то, как правильно настраивать машинку, и уделить этому 20 секунд или 10 секунд и сказать, я об этом говорю в своем телеграм-канале, переходите, и там вы получите трафик только из тех, кому это интересно. Или я сняла отдельное видео, закрытое только для мастеров, и есть у меня там в моем телеграм-канале, вы можете перейти посмотреть. Туда перейдут только мастера. И вы таким образом будете процеживать аудиторию. Это важно. Забудьте про то, что вы создадите экспертный канал для мастеров перманентного макияжа, где будете обучать. Не будет этого. Все, договорились. Да? Мы должны снимать видео только для клиентов. Еще раз, и с высокой экспертностью. Либо очень популярные запросы от мастеров. Есть исключения. Например, вы можете снять топ-5 самых популярных машинок для перманентного макияжа. Или там 5 самых серьезных ошибок мастеров перманента. Или, допустим, лучшие пигменты для перманентного макияжа в 2026 году. И прочее. По аналогии, вы понимаете. Таким образом, вы сможете собрать аудиторию и клиентов, которым это потенциально может быть интересно, и в то же самое время мастеров, которым вы в дальнейшем сможете продавать свои услуги. Как работают алгоритмы YouTube? Давайте я расскажу про очень плохой случай, который случился с нашей девочкой. Например, когда вы можете обрадоваться тому, что ваш ролик залетел на 100 миллионов просмотров или на 10 миллионов просмотров. Есть девочка Ксения Старшинова, это одна из наших бывших партнеров, которые повели себя некрасиво, и Karma Beach ее нашла в каком формате. Она начала залетать на девочках и мальчиках с аллопецией. У нее прям очень много видео коротких, где она рассказывает, не она, голосом за кадром говорится, как она делает процедуру. Вот к нам пришла, обратилась девочка, вот бедная, но мы ей сделали вот это. И людям очень нравилось. Ее канал набирает просмотры. Она, наверное, она живет в Москве, она получает от этого клиентский трафик. И в один прекрасный момент они сняли видео с аллопецией, я сюда ее вставлю, которые сделали стрелку теневую. И они промакивают вот так диском, красивый гель снимают. И это видео набрало, чтобы не соврать, несколько десятков миллионов просмотров. Естественно, обрадовалась она, но потом я читаю комментарии, получается, люди думают, что это, простите, половой орган женский. И огромное количество подписчиков, которые она получила с этого видео, это какие-то арабы, какие-то азиаты, то есть какой-то вообще дикий контингент, которому перманент не интересен. И это убило ее канал. Понимаем, да, что мы должны исключать сексуальный контент или какой-то даже приблизительно трактующийся как сексуальный из нашего контент-плана. Плюс к этому вы должны иметь в виду, что большое количество просмотров для ролика это не всегда хорошо. Поэтому не радуйтесь большим просмотрам, если вы тренер. Это тоже вы должны держать в уме, что большие просмотры это всегда клиентский трафик, а очень большие это всегда не целевой трафик. Какие варианты есть у вас еще, как у тренера, получить медийность и получить доступ к студентам? Естественно, это конференции. Вы можете участвовать в конференциях, но, как показывает мой опыт, сначала идет медийность, то есть все, кто проводит конференции, им интересно получить спикера только в случае, если этот спикер может привести за собой аудиторию, которая, конечно же, купит участие в чемпионате или купит участие в конференции, поэтому этим спикерам обеспечиваются отдельные условия, им там с ними носятся. Когда же вы только хотите прийти и быть спикером, но вас никто не знает, с вас попросят за это деньги. То есть на этом прям зарабатывают организаторы конференции, поэтому это тоже работает, но это такое очень дорога в один конец не очень понятна, и выстрелит или нет, вилами писано. Поэтому конференция это 100 человек, может быть там 150
150, 300 человек. А тут, когда вы снимаете видео, на вас смотрят тысячи. То есть, казалось бы, да, вот у нас деформировалось восприятие, например, сейчас мы берем и понимаем, что 1000 просмотров для нашего канала, несерьезно. 5000 тоже. А ты представь количество людей, которые сидят вокруг и просто смотрят на то, как ты в это время разговариваешь. Поэтому держите в уме, что 1000 просмотров — это 1000 людей, которые на вас посмотрели. Это очень круто. На конференции вы можете в лучшем случае получить 100 глаз. Кто-то будет болтать, кто-то невнимательный, кто-то в телефоне ковыряется. Понятно, что это немного другие по вовлеченности люди, но все равно. Медийка и видео — это сейчас для вас один, наверное, самый правильный путь к тому, как масштабировать свой личный бренд и как вырасти. Самое главное правило в видеоконтенте — это не красота, не прекрасные картинки или микрофоны и оборудование. Самое главное — это регулярность. Вот чем, например, Лена Нечаева не отличается, это регулярностью. Я не могу давить на нее, потому что по совместительству я еще являюсь ее мужем. Поэтому мы пытаемся найти какой-то компромисс, но она очень нерегулярна. А если вы будете делать регулярные публикации, вас будет поднимать в выдаче и социальная сеть, то есть это YouTube любит. Вы будете прокачивать свой навык, ваша аудитория будет постоянно вас касаться. И очень важно регулярность, наверное, это важнее, чем что бы то ни было. Вот сейчас перед курсом я вас погружаю, есть детали, SEO, картинки, превью, монтаж. Самое главное — это регулярность. Просто поставьте себе это как зарубку, и когда будет выбор, на что потратить время, на доработать, переснять дубли или еще что-то, нет, потратьте время на то, чтобы снять еще один ролик и выпустить его в копилку ваших роликов, такой контент-буфер, и потом оттуда его регулярно публиковать. Поехали. Предисловие закончилось, сейчас наступит мясо. Зачем мастеру видео? Это не про блогерство. Видео — это не про то, чтобы стать звездой TikTok или блогером. Это про контакт с вашей аудиторией. Ваши клиенты — это люди, которые хотят видеть вас настоящими. Они выбирают не просто услугу и не просто тренера, а человека. Какое видео вам нужно как мастеру? Первое — это живое, где вы настоящее, где у вас нет масок, где вы не читаете с телепромпта, где вы проявляете эмоцию. Самое ценное — это где клиент может увидеть себя и сказать: «О, это про меня». Видео нужно снимать доверенное, которое вызывает эмоцию. С этим человеком, должен подумать ваш потенциальный клиент, мне по пути. Контент делится на 3 типа. Первый — это показываю свою работу, процесс, атмосферу в студии. Второе — объясняю, отвечаю на вопросы клиентов, решаю их проблемы. Третье — продаю. Приглашаю, рассказываю, что будет дальше, предлагаю услугу или обучение. Почему 4 видео в неделю — это ваш ритм? Чтобы медийка работала, нужен ритм. Я предлагаю вам делать по 4 видео в неделю. Одно длинное — это 5-15 минут, ваша история, погружение, демонстрация процесса. 3 коротких видео до 60 секунд можно сделать и до 3 минут. Сейчас YouTube это позволяет делать, но здесь уже на ваш выбор. Вы можете готовить короткие видео либо отдельно, либо готовить короткие видео, вырезать из длинных видео. Мы об этом дальше поговорим. Почему это работает? 4 видео в неделю не перегружает. Это реально снимать, даже если вы востребованный мастер или тренер по перманентному макияжу. Это дает регулярность и создает доверие и увеличивает охваты. Это позволяет тестировать. Вы быстро поймете, что цепляет вашу аудиторию. Снимать видео — это как работать с перманентным макияжем. Вам первый раз до кожи страшно дотронуться, второй легче, 5-й уже на автомате. Это как мышца. Чем чаще вы ее тренируете, тем проще становится. Ошибки мышления, которые вас тормозят. Вот главные ловушки, в которые вы попадете, как только начнете. Первое — перфекционизм. Сначала куплю свет, микрофон, камеру. Стоп. Начните с телефона. Качество — это 2% успеха. 98% — это регулярность и ваш голос. Второе — страх выглядеть глупо. Вы боитесь не камеры, а того, что вас не воспримут как эксперта. Но эксперт — это не тот, кто идеален. Эксперт — это тот, кто полезен своей аудитории. Третье — сравнение с другими. Вы смотрите на чужие видео и думаете: у них уже лучше. Но у них не ваша аудитория. Ваши клиенты ждут именно вас. Четвертое — эффект самозванца. Кто я такая, чтобы снимать? У вас же есть опыт, который кто-то только начинает нарабатывать. Вы уже на шаг впереди. Пятое — иллюзия. Все уже сняли. Нет. Никто не расскажет вашу историю так, как вы. У вас свой стиль, свой голос, своя аудитория. И ваша камера — это не враг.
Она не оценивает, она просто показывает вас. Будьте искренним, и люди это почувствуют. Технические основы. Что нужно вам для старта? Чтобы начать, вам нужно 4 вещи. Первое – это хороший звук. Купите недорогой внешний микрофон. Пойдет даже петличка за 1000 рублей. Звук – это 50%, может быть даже больше, восприятия видео. Второе – это нормальный свет. Не нужен профессиональный софтбокс. Достаточно кольцевой лампы или естественного света от окна. Главное, чтобы вас было видно. Окно, конечно, так себе вариант, потому что меняется погода и меняется освещение, и это будет видно. Лучше все-таки снимать в темном помещении просто с кольцевым светом. Третье – это смартфон. Современные смартфоны снимают лучше, чем камеры 10 лет назад. Вам не нужна веб-камера или зеркальная камера. Смартфона вам будет достаточно. Четвертое – регулярность. 2-4 видео в неделю – это ваш главный инструмент. Без регулярности даже суперкачественное видео не сработает. Про формат видео. Снимайте в горизонтальном формате для длинных видео. Это важно. Из них потом легко вырезать будет вертикальный рилс. Подключайте микрофон и проверяйте обязательно свет перед съемкой. Про монтаж. Не бойтесь ошибок, заиканий, тупежа, мата. Вы просто отправляете этот сырец монтажеру, он вырежет все лишнее. Для вставок используйте мемы. Можно, кстати, развлечь постоянно свою аудиторию и использовать, наконец, тот опыт, который у вас появился от сотен тысяч часов просматривания коротких роликов. Вы можете скачивать какие-то мемы, видео через 4К видеодаунлоадер. Это такое приложение. И вы можете скачивать именно с YouTube. Указывайте автора обязательно в тексте для того, чтобы не попасть на страйк. А вы можете также использовать чат GPT для создания картинок. Доснимайте уникальные кадры, например, 10 секунд, как работает ваша машинка, или как вы наносите пигмент, или как вы капаете крупно пигмент в капсу. Это вовлекает аудиторию. Давайте поговорим про evergreen контент. Evergreen контент – это видео, которые работают годами. Забудьте про тренды и танцы. Делайте evergreen контент. Ответы на частые вопросы клиентов, например, как ухаживать за бровями после процедуры. Одно из самых популярных видео у нас на канале – это видео с тем, как заживает перманентный макияж по дням. Сделайте свой вариант этого видео. Демонстрации процессов, например, как я выбираю пигмент для клиента, тоже сильно вовлекает. Разберите 5 кейсов, например, 5 ошибок, которые я совершила в начале карьеры. Такие видео работают месяцами и даже годами. Один раз сняли, десятки раз сработало. Это ваши инвестиции в личный бренд. Как не выгореть и кайфовать от процесса? Снимать видео – это стресс, но он проходящий. После 10 видео вы будете смеяться над своими первыми страхами. Вот как не выгореть. Первое – делайте по чуть-чуть. Одно видео в день уже победа. Второе – не ждите шедевра. Первое видео – это как первая бровь. Она не идеальна, вы же знаете, когда вы базовый курс проходили. Но это только начало. Снимайте в потоке. Включите камеру, когда вы в настроении, или позовите подругу, и чтобы она задавала вопросы сценария, и так камера исчезает. Празднуйте победы. Первый лайк, первый комментарий или даже первый дизлайк – это знак, что вас заметили. И главное, не бойтесь тупить. Ошиблись, запнулись, сказали «Ой, хрень», монтажер вырежет. Снимайте как есть и отправляйте на монтаж. Со временем у вас накопится даже такой банк из ваших киноляпов, который вы в дальнейшем сможете распаковать и использовать как отдельное видео, где вы предстаете как тоже человек, как тоже ошибающийся человек, и посмеетесь вместе со своими подписчиками над этим. Готовые сценарии – это ваш главный помощник и главная фишка этого курса. Вам не нужно ломать голову над идеями. На курсе мы даем готовые сценарии. Это один вопрос, одно видео. Просто отвечайте. Вот вы получите на курсе 4 сценария, а участники клуба будут получать 10 сценариев каждый месяц. Клуб называется «Инкубатор». Если вы еще не в клубе, быстро залетайте. За $5 в месяц вы получите 10 сценариев, адаптированных именно под вас. Схема простая. Вы увидели вопрос, ответили, сняли, отправили на монтаж, выпустили видео. Все. Это как спортзал с тренером. Вы можете сами, но с планом быстрее. Через пару недель вы сможете снимать уже без нас. Цикл простой. Вопрос, ответ, монтаж, публикация. Все. Как работает медийка, воронка и касание? Медийка – это не магия, это воронка продаж. О вас узнают, люди видят ваши видео, появляется симпатия, они начинают вам доверять. А есть желание общаться, они хотят узнать о вас больше. Оффер, вы предлагаете услугу и обучение, и происходит закрытие, они платят и становятся вашими клиентами. Чтобы это работало, нужно много касаний. Один ролик вообще ничего не продаст, но 10, 20, 50 роликов создают облако лидов, людей, которые
которые готовы к вам прийти и выпасть в виде дождя из клиентов. Короткие ролики, Reels, цепляют быстро, но они хуже продают. Длинные ролики на YouTube, например, они дают такую глубину, доверие, и поэтому продают лучше. Ваша задача комбинировать их и быть регулярными. Еще раз, о чем я говорю. 1 миллион просмотров или 1 миллион касаний, и дождь из лидов начнется. Хуки и структура видео. Чтобы ваши видео досматривали, используйте хуки. Это такие крючки, которые удерживают внимание. Короткие ролики, меняйте картинку, ракурс или эмоции каждые 3 секунды. Один хук в начале, например, провокация, вопрос, проблема. Почему брови исчезают через месяц после перманентного макияжа? Из-за 3 ошибок. Вот какие это ошибки. Бла-бла-бла. Список из 10 хуков есть в вашем сценарии. Вы можете выбрать любой и использовать абсолютно любой. Либо адаптировать и придумать свой. Принципы составления хуков я вам тоже расскажу. Длинные ролики. Главный хук должен быть в начале. Это обещание ценности. Например, я покажу, как за 2 часа сделать фантастические брови. И расскажу пошагово, как избежать ловушек на пути к этому. Можно делать дополнительные хук каждые 2-3 минуты. Это какие-то инсайты, это вопросы в камеру, это повороты сюжета. Минимум 4-5 хуков в ролике, чтобы удержать зрителя. Золотое правило: если зритель скучает больше 5 секунд, он просто уходит. Динамика и ценность — это ваши лучшие друзья. И вот уже сейчас ваш первый шаг по съемке видео. Возьмите телефон, поставьте свет, без инструкций, без того, как я бы вам это порекомендовал, просто как вы это видите. И запишите короткую 10-секундную историю о себе. Конкретно это ваша видеовизитка. Не монтируйте, не вырезайте, не накладывайте. Просто поставьте кадр, посмотрите, как он будет, и запишите горизонтальное видео с тем, кто вы, что вы, откуда вы, чем вы занимаетесь и в чем ваша фишка, и зачем вам нужна медийка. И отправьте это видео в чат. Вам обратную связь даст и сообщество, и наши кураторы. В конце курса вы вернетесь к этой визитке, посмотрите и удивитесь, насколько это было ценно. Снимать видео несложно. Это как разговор с другом. Начните, и дальше все пойдет по накатанной. Вопрос, ответ, монтаж, публикация. Вы не прячетесь. Вы говорите: я есть, я делаю круто. Это уже заявка, это уже выбор. Увидимся в следующем уроке, где разберем свет, технику, монтаж. Вперед, девочки, снимайте.